Проезжал мимо дома, где был жихарь, и думаю, дай-ка заеду, посмотрю, что здесь происходит. Оказывается, дом напротив снесли полностью, остался только бетонный фундамент. Дом, в котором обитал жихарь, начали разбирать. Демонтируют крышу и ломают стены экскаватором. На первый взгляд все хорошо, работа кипит. Жихарь переехал в новый дом, рабочие трудятся. Но, как всегда, есть одно «но». Работа по демонтажу дома идет очень медленно. Рабочие чувствуют слабость, упадок сил, и некоторые отказываются заходить в дом. Это напомнило мне расследование на даче, где поселился энергетический паразит. Поэтому я поговорил с бригадиром и получил разрешение на осмотр дома ночью. Но он запретил заходить внутрь дома, так как это очень опасно. Здание аварийное, находится под сносом, может упасть какое-нибудь бревно сверху или вообще стена может обрушиться. Так, вот, приехал к этому дому, уже полуразобранному. Сейчас буду заходить внутрь, смотреть, что тут у нас есть. Ладно, идем. Так, идти нужно аккуратно, потому что здесь очень много гвоздей. Вот в прошлый раз я ногу проколол, а в этот раз я, значит, уже одел ботиночки хорошие. Вот. Так, что план действий? Значит, сейчас зайду туда наверх, где они лазят на крышу, посмотрю то место. Вот. Ну и вообще в целом, что там творится внутри. Сейчас быстро осмотр сделаем. Так, заходим. Так, раз, два. Аккуратненько. Так, вроде никого, залазим внутрь. Тишина. Ё-моё. Только я сказал, что нужно быть осторожней, и напоролся на гвоздь. Вот смотрите. Так, вот он. Ай, нифига. Вот, воткнулся родненький гвоздок. Так. Так, да. Так, ладно, пойдем на второй этаж. Ой-ой-ой, дырка. Так, бревна выворочены. Тут главное, чтобы ничего не упало. Так, если вот так раз мы посмотрим, стоит экскаватор. Да. Угу. Так, вот. Ну что, наш путь лежит наверх. Так, вот я на крыше. Тут половина крыши разобрана. Вот сюда заходить вообще опасно. Может упасть. Так. Вообще нужно сильно не светить фонариком, а то какие-нибудь люди возьмут, вызовут полицию. Скажут, кто-то лазит.
Ну-ка, подойдем к краешку аккуратненько. Посмотрим, что тут у нас. Так, экскаватор стоит. Какой план действий? Сейчас пойду в подвал. Нужно просто по-быстрому прям гляну подвал. Сильно там долго ходить не буду, потому что там в прошлый раз было достаточно прям напряженно, жутко прям вообще. Вот. Так. Ну, в принципе, и все. Ладно. Идем в подвал. Так, в прошлый раз, когда я убегал из подвала и вылазил по лестнице, то это был выход в горелую часть дома. Вот, а сейчас я вижу, что здесь вход завален, поэтому я залезу в окно и пройдусь по этой горелой части дома до спуска в подвал. Так, ладно. Так, вот здесь вход заваленный был. Так, ладно, идем дальше. Так, вот он вход в подвал. Вот эта лестница. Да, вроде тишина. Ну что, лезем внутрь, в подвал. Так. Вот здесь же, вот здесь зеркало висело. Так. Так, тишина. Так, тишина. Так. Сундук стоит здесь. Сундук стоял в другом месте. Вещи по-другому стоят. Кто-то здесь был. Ну, вроде тишина. Так, ну-ка пойду посмотрю. Так. Это что? Так, опять нога и кукла. Так, там что на стуле? Так. Тоже кукла. Опачки, это что такое? Зонтики лежат кучей. Кто-то снял зонтики, положил. Фу. Ну что тут у нас? Стоит сундучок опять. Положили, короче, камень. А, ё-моё, зеркало. Вот оно. Так, вот зонтики лежат. Так, ну что получается? Кто-то переставил сундук, поставил. Как будто шуршит кто-то. Короче, кто-то поставил стулья, разложил на них части кукол. Да, кто-то здесь был, что-то делал. Зеркало перевесил.
сюда заглянем. Так, ладно. Да, значит, что? Что-то здесь происходит странное. Так, пойду-ка я схожу, значит, сейчас в ту эту кладовочку, в которую я падал сверху из дома. Посмотрю, что там есть. Так. Что тут у нас? А! Себе. Вроде не гонится. В подвал пришел мужик. Начал делать обряд. Колдун какой-то. Думал, сижусь в темноте. Но там мусор кругом. Что-то хрустнуло под ногой. Он за мной погнался. Блин, еле убежал. Ничего себе. Жестко было. Так, что там вообще странное происходит в подвале? Колдун там не просто так. И то, что работягам плохо становится, тоже не просто так.
Блин, был бы жихарь в доме, он бы вообще никого в подвал не пустил. Фу. Так, плохо, Паши нет. Он бы помог, подсказал, в чем дело. Так, надо выяснить, что происходит. Так, а как выяснить-то? Блин. Так, есть у меня одна идея. Да, точно, надо попробовать. Я решил устроить засаду с установкой скрытых камер, которые снимают в темноте. Ну что ж, стемнело. Я установил скрытые камеры. Одну поставил в подвале, одну возле экскаватора и одну на втором этаже. Значит, сейчас буду сидеть в засаде, наблюдать за домом. Если этот мужик придет и будет спускаться в подвал, то, скорее всего, он залезет в дом через окна, которые выходят во двор, потому что в них нет стекол. Напротив этих окон здесь находятся какие-то сараи или стайки. В общем, я сейчас место выберу, сяду, спрячусь, свет выключу и буду сидеть наблюдать. Ну что, погнали. Так, выключаем свет. Все, идем. Так, блин, без света ничего не видно. Так, ладно. Сейчас я по-быстрому пойду. Так, куда здесь? Так, ну-ка, что тут у нас? Ого, так, вот здесь можно сесть. Так, все. Что-то вот здесь доски. Я буду скрыт. Так, выключаем свет. Все, сижу здесь, наблюдаю. Вон там виден дом. Вообще, я думаю, что мужик больше в этот подвал не придет. Потому что вчера он меня заметил. Вот, теперь он знает, что кто-то видел, что он там делает в подвале в этом. Ну и, соответственно, теперь ему нужно найти какое-то новое место для обрядов. Вот. Но с другой стороны, вел он себя достаточно агрессивно. Вот, он погнался за мной, пытался поймать. Хотя он же не знает, кто я такой. Может быть, я тоже могу быть опасен. Тем не менее, он за мной погнался. То есть у него стальные нервы. Не знаю, может он сумасшедший, может он какой-то с прибабахом. Псих какой-нибудь. Вот, с такими опасно связываться. Уже минут 40 прошло. Сижу в темноте, наблюдаю. Кто-то залез в окно. Фигура залезла в окно. Так. У него был какой-то красный фонарик, маленький прям, неяркий свет. Залез в окно, запрыгнула в окно. Фигура человека, не знаю, кто это. Но туда прям залез. Так, если это мужик, значит, он сейчас полезет в подвал.
Так, вышел, вылез. Так, пошел вдоль дома. Пошел вдоль дома туда, к первому подъезду. Так, что-то мне показалось, что на крыше мелькнул красный огонек. Так, что, получается, он на крышу залез, что ли? Там шарится. Так, вон он вышел из подъезда. Ага, идет. Тихо, тихо. Так, в окно не полез. В дом не полез, за угол завернул. Все, уходит. Уходит, короче. Все, ушел в кусты. Так, значит, что он был в подвале. Сходил на крышу. Так, надо идти посмотреть, что он там делал. Так, мужик ушел, можно включать свет. Так, ладно. Идем сюда. Так, что он тут делал на крыше? Интересно. Так, ладно.
Сейчас всю крышу обойду. Так, посмотрю, что тут есть. Хотя что тут можно найти? Тут все накидано. Какие-то кирпичи, доски, шифер. Все поломано. Так, ладно. Ну-ка, идем-ка сюда. Так, что бы я сделал, если бы хотел здесь что-то спрятать? Я бы выбрал самое дальнее место, ну, по крайней мере, то место, до которого сразу не дойдешь. Вот здесь вот, здесь все свободно. То есть, скорее всего, этот чувак что-то спрятал. Где? Правильно, вот здесь. Но идти сюда очень опасно, потому что любая балка может оторваться, и вся вот эта конструкция может рухнуть и может привалить. Да. Но если он сюда сходил и зашел, значит и я могу. Ну ладно, погнали. Ничего не вижу. Да, ну тут что-то найти, это очень сложно. Как иголку в стоге сена искать. Ого. Так, вот люк в горелую часть дома. Да. То есть тут уже вот конец дома. Так, а там что? Так, что-то есть. Ну-ка, идем сюда. Смотрим. Тихо. Что тут у нас? Нифига себе, это же кость. Кость с мясом. Так. Ё-моё. Мясо. Кость. И мясо с кровью. Да, кость с мясом. Так, что он ее сюда принес? Так, а это, наверное... Блин. Нафига взял в руки, вот дурак. Расследование приобрело интересный поворот. Странный человек, который совершает обряды. Наверняка именно из-за его действий рабочим становится плохо. К сожалению, нет возможности получить помощь Паши, поэтому я решил воспользоваться другим каналом информации – зеркалом. Такая ситуация. Старый дом готовится к сносу. В доме обнаружено существо – жихарь. Один из бывших хозяев позвал жихаря в новый дом. Но рабочим, которые занимаются демонтажом дома, становится плохо. Мною в доме обнаружен человек, который приходит туда ночью и делает какие-то обряды.
Можете сказать, что там происходит и кто этот человек? Это колдун. Он ищет А что он ищет? закладную монету. Она имеет ценность, но не физическую. Монета напитана силой домового духа. А что происходит с рабочими? Колдун питается их силами, чтобы заметить их работу и успеть найти монету. Если монета попадет к колдуну, то будут беды. Обдумав ответы зеркала, я решил опередить колдуна и попробовать найти ту самую загадочную закладную монету. Для этого я решил воспользоваться стеклом, артефактом, который создал Паша. Через это стекло можно увидеть скрытое. Я приехал к дому, только что стемнело. Сейчас возьму стекло и пойду в подвал. Конечно, авантюра чистой воды, но Паша сказал, что стекло позволяет видеть скрытое. Поэтому беру стекло, камеру, лопату и возьму-ка я, пожалуй, для самозащиты один газовый баллончик. Так, тишина. Вроде никого. Так, все. Действуем быстро. Так, начинаю осматривать подвал. Так, при помощи Пашиного стекла. Ничего себе. Через стекло видно. Символы нарисованы. Так, глазами не видно. Через стекло видно. Так, ну-ка пойдем дальше. Да. Так, что у нас еще тут есть? Ага. Вот здесь то же самое. Тоже рисунки. Так, значит, здесь по всему подвалу нанесены разные символы. Их глазами не видно, только через стекло. Вот. Так, ладно. Значит, сейчас что делаем? Время не теряем. Начинаю обход подвала и буду смотреть через стекло. Да, может быть, что-то увижу. Так, ладно, пошли. Так. Собаки лают какие-то. Ё-моё. Так, а тут что? Куда свечение? Точно что-то светится. Сейчас лопатой покопаю.
Монета. Может, это она? Офигеть. Да. Значит, 50 копеек. 1912 год. Старая монета. Старше, чем этот дом. Да, это, наверное, она, закладная монета. Нашел монету, нашел. Так, надо уходить отсюда. Так, все, давай. Собираемся, уходим отсюда. К сожалению, колдун обхитрил меня. Закладная монета из подвала Жихаря теперь находится у колдуна. Каждую ночь в течение недели я сидел в засаде у дома, но колдун больше не появился. Негативное воздействие на бригаду рабочих прекратилось, и они продолжили работу. Через месяц дом был полностью снесен. Загадка колдуна, который проводил темные ритуалы в подвале, осталась нераскрытой. Нужно приложить все усилия, чтобы найти этого человека и помешать ему, потому что закладная монета – это сильная магическая вещь. И я уверен, колдун хочет использовать ее во зло.